Здравствуйте! В данном видеоролике покажу вам, как запрограммировать вычисление частной производной второго порядка, а также смешанной частной производной. Но чтобы в полной мере понять данное видео, вам следует понимать, как находить производную вообще в принципе, а также уметь находить частную производную первого порядка. Если вы не помните этого или не знаете, то советую вам посмотреть перед этим видеороликом другое мое видео. Ссылка будет в описании, и также сейчас выскочит вот справа наверху подсказочка. Можете перейти и посмотреть. После того, как вы посмотрите то видео, можете приступать к просмотру этого, чтобы все было понятно. Ну а мы начинаем. Для начала давайте вспомним, как находить частную производную второго порядка просто в обычной математике. По сути, частная производная второго порядка это просто вторая производная частной производной первого порядка. То есть это просто вторая производная и все, ничего трудного. Запишем опять функцию нашу от x, y, z. Также возвращать будет все тот же самый x квадрат, y квадрат, z квадрат, как в предыдущем видеоролике. Чтобы найти вторую частную производную второго порядка, надо сначала найти частную производную первого порядка. Находим частную производную первого порядка, допустим, по x. Буду сокращать, просто f напишу, но тут подразумевается, что x, y, z. Чтобы не писать долго, буду так писать. Снизу пишем переменную, по которой дифференцируем. Частная производная по x 2x плюс 0 плюс 0. Теперь, как же найти вторую частную производную? Просто вот это уже представляем как наша новая функция, как наша новая f от x, y, z. И находим производную от этой функции уже по нужной нам переменной. Если еще раз найти частную производную по x от этой функции, то уже надо записывать немного по-другому, а именно вот здесь двойка такая пишется, как квадрат, а здесь двойка уже пишется вот здесь, вот над x. Это не x квадрат, это значит по x дважды мы берем производную. Первый раз взяли, второй раз берем здесь. И производная будет просто 2. Производная от x будет единица, 2 умножить на 1, 2. От 0 0 и от 0 0. Плюс 0 плюс 0. Это просто обычная производная второго порядка по одной переменной. Теперь разберемся со смешанной частной производной. Смешанная частная производная это когда первая частная производная берется по x, допустим, а вторая частная производная берется по любой другой переменной. То есть взяли мы по x, получилось 2x плюс 0 плюс 0. Теперь, если взять производную по y, то это будет записываться так dx, dy. А вот тут будет все та же двойка. Это значит, что вторая производная. И мы уже как бы от этой функции берем производную по y. Y это у нас второй аргумент. Y это сейчас у нас как переменная, по которой берем производную, а остальные переменные константы. Производная от константы нулю, то есть от 2х производная будет 0. Но y у нас тоже здесь 0, производная от нуля 0. И производная от еще одного нуля z 0. То есть оказывается, что смешанная частной производной по этой функции вообще как бы не существует, она нулю равна. Существует, но равна нулю. Также, если мы возьмем вторую частную производную по переменной z, dx, dz, то же самое. По x 0, она как константа. По y 0, она как константа. А z уже не константа, но тут также 0. Потому что z уже переменной самой нету, тут только 0. Чтобы можно взять другую функцию, и где не будет смешанной производной равна нулю. Допустим, функцию какую-нибудь, ну, давайте x, y, и возьмем x плюс y в квадрате. Тут уже немного другой процесс вычисления будет, так как это производная сложной функции. Сейчас
дойдем до этого. Вот, то есть частная производная по первой переменной будет равна. Так, частная производная по x будет равна. Эта производная — это сложная функция. По правилу вычисления производной сложной функции сначала мы должны вычислить производную от скобки в квадрате 2x плюс y. А далее уже производная от внутренней функции x плюс y. X это у нас наша переменная, y константа, производная от x единица, умножается тут на единицу, а y 0. Умножается на единицу плюс 0. И будет равняться просто 2 умножить на x плюс y. Это производная по x частная. Теперь, если мы возьмем вторую частную производную, но уже по переменной y, dx, dy, то она будет уже не нулю равна, так как здесь новая функция. Раскроем скобки, получится вот такая функция. И если у нее взять переменную по y, получится просто 2. Переменная от константы 0, переменная от y, производная от константы 0, производная от y единицы, 2 умножить на единицу 2. То есть смешанная частная производная выходит 2. Вот и весь принцип вычисления частной производной в обычной математике. Теперь перейдем к численному дифференцированию частных производных второго порядка. В численном дифференцировании у нас также будет какая-то дельта, как и в частной производной первого порядка, и две формулы всего лишь. Дельта x равная 1 десятитысячная. И вот они, наши две формулы. Одна формула для случая, когда мы вычисляем частную производную второго порядка по одной переменной, а другая, когда по другой переменной. То есть одна, когда по x в квадрате, другая по dx, не x в квадрате, когда по x дважды, а другая по dx dy. В результате, вычислив все возможные частные производные, у нас получится матрица производных как бы в ответе. Если взять функцию от x, y, z, g, то у нас будет вот так матрица вот такого вида, где на главной диагонали будут стоять частные производные второго порядка. Вот вторая производная по x дважды. Матрица будет размера 4 на 4. Сколько производных, столько и размеров матрицы. Сколько переменных у нас будет, такого размера матрицы квадратной будет. То есть 4 переменных, матрица 4 на 4. 3 переменных, матрица 3 на 3. На главной диагонали будут стоять частные производные второго порядка по каждой переменной. А именно, первый элемент главной диагонали x дважды производная, второй элемент главной диагонали будет производная по y дважды, третий элемент будет по z дважды, и четвертый по g дважды, df g дважды. А на остальных местах будут стоять все возможные сочетания этих переменных друг с другом. Не буду полностью писать в таком обозначении. Буду писать, допустим, x, y, если я напишу, это значит, что частная производная по y от x. Как бы сначала по x взяли производную, потом по y. А именно, вот здесь взяли по x дважды, да, потом x, y, частная производная, потом xz, xz, а затем xg. И как бы мы написали первую строку матрицы, и она отзеркаливается как бы сюда, на столбец. Вот тут
будет точно такие же значения, только они будут в обратном порядке. Y, X. То есть мы сначала взяли вот Y, X, потом Y, Y, вот она, затем Y, Z. Тут места у меня нету, запишу вот здесь Y, Z. А затем, так, давайте заново лучше нарисуем, чтобы было еще понятнее. Сразу буду писать в обычных, не в усложненных обозначениях, а в упрощенных. Если x в квадрате, значит производная x дважды. Да, вот x, y в квадрате, y дважды производная, z в квадрате, z дважды. Это наша главная диагональ, наша матрица. Затем тут будет xy, xz, xg. И это же будет вот здесь. YX, потом YY, вот она, YZ, все равно плохо получалось, YG, затем ZX, ZY, ZY, ZZ, вот она, ZG, ZG, затем GX, GY, GZ и GG. И как бы видите, элементы выше главной диагонали и ниже главной диагонали, они совпадают. Этот равен этому. То, что x, y, а тут y, x, это без разницы. Значение будет одинаковым. Без разницы, в каком последовательности, какой мы записываем. Вот zx, xz, xg, gx, yz, zy, gy, yg, gx, zg. Такая получится матрица производных. Теперь посмотрим, как запрограммировать все это, как запрограммировать эти формулы там. Более подробнее уже остановимся на вот этих плюс дельта x, минус дельта x и так далее. Открываем Visual Studio. Здесь, как и в частной производной первого порядка, сначала зададим шаг 0,1 десятитысячная. Вот она. Далее опишем какую-нибудь функцию, у меня называется f. Возвращать она будет x в квадрате, y в квадрате, плюс y в квадрате, плюс z в квадрате. Как просто сумма каких-то квадратов. Вот x нулевой в квадрате, плюс x первой в квадрате, плюс x второй в квадрате. Далее опишем функцию, уже саму функцию, которая вычисляет наши частные производные. Возвращать она будет двойной указатель на double, так как мы возвращаем двумерный массив, матрицу нашу. Принимать она будет вектор значений точки, то есть координаты нашей точки, в которой мы вычисляем производную. И далее, также нам надо будет объявить 4 дополнительных массива. Почему 4? Потому что в формуле у нас видно, что если второго порядка производная, то тут надо будет прибавить дельту и убавить дельту. То есть тут два массива и один массив изначальный, то есть x, y это изначальный массив. Но 4, так как в формуле для смешанной производной, тут уже прибавляем два раза. Прибавляем, убавляем, убавляем, прибавляем и убавляем два раза. Тут 4 значения разных функций рассматривается, поэтому мы с запасом делаем 4. Мы же делаем и для двумерной производной, второго порядка производной и смешанной. Поэтому в темп 1, темп 2, 3 и 4 делаем. Размер у них такой же, как у изначального массива с координатами точек. Далее мы просто выделяем память для хранения матрицы. Для матрицы нашей памяти выделяем. И тут уже делаем большой цикл. Вот он наш цикл, который будет вычислять производные. Его можно, чтобы лучше понимать, можно представить так. Внешний цикл, самый внешний, по i от 0 до n будет обозначать у нас
как бы элемент, по которому берем частную производную первого порядка. То есть это вот здесь, если смотреть x, y, допустим, да, и это у нас указывает на x, то есть та переменная, по которой мы первый раз взяли частную производную, будет вот так указывать. Или тут, допустим, и это на y указывает, тут тоже на y, тут на z. Далее внутри этого цикла новый цикл for j от i до n. Это уже j, это элемент, по которому берем второй раз частную производную. То есть, если i у нас указывает на x, то j на y. Это как бы та буква, по которой мы второй раз дифференцируем, та переменная. Если x дважды, то значит это xx, и i и j указывают на одну и ту же позицию. Почему мы j берем от i, а не от нуля до n? Все просто, потому что у нас, так как мы выяснили, на главной диагонали у нас вторые частные производные, а элементы выше главной диагонали и ниже совпадают, то нам не обязательно заново каждый раз вычислять все вот эти элементы, которые ниже главной диагонали. Нам достаточно взять и вычислить все элементы, которые правее второй частной производной, то есть вычислили по x дважды, далее x, y, z, x, j. Потом перешли ниже. Нам не надо вычислять y, x, потому что у нас уже известно x, y. Мы его заполним и сюда просто. А далее вычислить только достаточно y дважды и yz, yg. Так же, как и не надо вычислять будет zx, потому что она уже дана будет вычислена раньше. Поэтому мы во избежание лишних вычислений проходим только от главной диагонали и до конца массива, до конца строки. Далее, когда мы создали эти два цикла, нам надо заполнить наши временные массивы, передать информацию о том, где мы добавили дельту, а где убавили. Для начала рассмотрим вариант, когда у нас частная производная второго порядка, когда i равно g. То есть, когда вот такая ситуация, что x, x, i и g указывает на одну и ту же позицию сейчас. Они как бы равны. Значит, мы берем по x дважды производную. Этот элемент вычисляется сейчас. Мы должны действовать исходя из этой формулы. То есть нам надо в один массив на итую позицию, на позицию той переменной, по которой мы дифференцируем, добавить дельту, а на позицию, или также на позицию переменной, по которой дифференцируем, убавить дельту по второму же временному массиву. Далее надо просто, исходя из формулы, выполнить вычисление. То есть и равно g. Это мы нашли ту переменную, по которой дважды дифференцируем. Объявляем еще один цикл и заполняем его, добавляя дополнительные условия. А именно, если k будет равно g, это значит, что мы нашли как бы ту переменную, по которой дифференцируем. Мы должны в один массив добавить дельту, а в другом отнять. Мы в один добавляем, из другого отнимаем. Иначе же это просто обычная переменная как константа, представляемая, мы не берем по ней производную, мы просто заполняем их как есть. Потом, когда этот цикл весь пройдет, у нас в темп 1 будет массив с добавленной дельтой, а в темп 2 с убавленной дельтой. И мы результат и житый, это когда и равно g, значит у нас на главной диагонали мы заполняем первый элемент главной диагонали, заполняем исходя из формулы, а именно значение функции минус удвоенное значение исходной функции плюс значение функции со вторым массивом. И это делим на h в квадрате. Вот тут значение функции с добавленным массивом минус удвоенное значение исходной функции плюс значение функции с убавленным массивом и делим на дельта в квадрате. Тут только то, что тут y, а и не x, это без разницы. Дельта всегда будет одинаковая, она всегда будет 0,1. Вот. Таким образом мы вычисляем частную производную второго порядка. Иначе же, если у нас
и не равно g, значит мы находимся на какой-то позиции, где мы вычисляем смешанную частную производную, то мы также объявляем цикл и смотрим, если у нас k будет равна i, то есть если мы нашли ту переменную, допустим x, по которой мы как бы первый раз берем частную производную, то мы должны заполнить массивы, исходя из этого условия. Именно переходим уже в эту формулу и тут смотрим, для первой переменной какие действия мы выполняем. А именно, в первом массиве мы добавляем дельту к первой переменной, во втором тоже добавляем, в третьем вычитаем и в четвертом тоже вычитаем. Значит, нам надо вычесть и добавить. Мы так и делаем. Если k равно i, в первые два мы добавляем h, в остальных двух вычитаем h. Иначе же, если у нас k будет равно j, а j это у нас позиция переменная, по которой мы второй раз берем производную, то есть j у нас указывает на y, вот в этом случае, то мы должны выполнять преобразование, исходя из того, что это y. А именно, в первом массиве добавляем дельту, во втором убавляем, в третьем прибавляем, в четвертом убавляем. Мы так и пишем. В первом добавляем, во втором убавляем, в третьем добавляем и в четвертом убавляем. А иначе же это у нас обычная константа, переменная, представляемая как константа, по которой мы не дифференцируем. Мы просто ее заполняем как есть, то есть записываем темп равно k, x ката, x ката, x ката. И далее уже применяем формулу, чтобы вычислить значение нашей функции. А именно в результат ij, сейчас ij у нас не будет указывать на главную диагональ, но будет на какой-то другой элемент. Допустим, вот этот. Присваиваем вот это значение туда. То есть разность первых двух массивов минус сумма вторых двух массивов. Это записываем так. Функция от первого массива минус функция от второго массива. Минус функция от третьего массива плюс функция от четвертого массива. И все это делим на 4 умноженное на h в квадрате. Вот тут написано дельта xy, но у нас одинаковая дельта всегда, поэтому как дельта в квадрате 4 на дельту в квадрате. И мы помним, что у нас элементы, они как бы отзеркалены, поэтому мы присваиваем в ij еще в j итый. То есть это мы таким образом присвоим и в эту позицию, и в эту позицию, так как у нас цикл-то будет идти вот так, как бы подстрочно, вот именно вот таким образом. Мы не будем заходить сюда, поэтому мы должны заранее заполнять эти элементы. Этот элемент присваиваем сюда и сюда. Таким образом, пройдя весь этот цикл до конца, у нас будет в матрице наши все возможные частные производные второго порядка и смешанные. Теперь как же проверить работу? Для этого надо всего лишь объявить двойной указатель на double, в котором мы будем хранить результат нашего действия, и вектор function, в котором будем хранить значение точки, в которой мы высчитываем производную. И просто в df1 присваиваем выполнение функции результат от аргумента function и выводим на экран. Для начала давайте самостоятельно возьмем производную функцию от трех переменных и проверим потом с программой. Например, ту же функцию возьмем, сумма квадратов будет x в квадрате плюс y в квадрате плюс z в квадрате. Что-то у меня с мышкой сегодня. Так, на главной диагонали у нас частные производные второго порядка, мы это знаем уже. Матрица у нас будет 3 на 3, потому что 3 переменных. Частная производная первого порядка по x в квадрате плюс y в квадрате плюс z в квадрате по переменной x будет 2x. Потом, вот, то есть промежуточное значение 2x плюс 0 плюс 0. Теперь берем еще раз частную производную, также по x. Это будет частная производная второго порядка по x. Частная производная по 2x будет 2. Производная от x единица, 2 умножить на единицу, 2.
первый элемент главной диагонали. Теперь переходим к второму элементу главной диагонали. Сначала вычислим на главной диагонали, потом остальные. То есть по y, частная производная от этого значения по y будет то же самое, только за место 2x будет 2y. Будет 0 плюс 2y плюс 0. И еще раз производную беря по этому значению будет 2. Также двойка. Затем по z будет то же самое, только 2z. Вот сюда записываем. Потом перемен производная от этого будет 2. Теперь вычисляем остальные все диагонали, все элементы. А именно, на этой позиции будет частная производная x по y. То есть сначала мы взяли по x, вот она. И теперь надо вот от этого значения взять производную по y, по вот этому значению. Но y здесь 0, производная от 0 0. И производная от констант, которые у нас, которыми стали другие переменные, тоже нули. Производная будет 0. Теперь производная от этого значения по z, то есть dx, dz. Также будет 0, так как z 0 равна. Не забываем отзеркаливать. Мы нашли две эти производных. Теперь смело можем записать сюда их же, потому что они будут одинаковыми. Если посмотреть, то была dx dy, стала dy dx. То есть сначала мы возьмем по y, получится вот это. Потом по x равно 0. Получится 0. То же самое получится. Затем вычисляем производную по y, z. Вот в этой точке будет производная по y 2y. А еще это значение по z, если производную взять, также 0. И отзеркаливаем сюда. Получилась такая матрица, где на главной диагонали двойки остальные элементы все равны нулю. Проверяем работоспособность. У нас 3 точки, помним об этом. Размерность 3. В точке будем считать единица, единица, единица. Как видим, у нас так и посчитало. 2, 2, 2. Главная диагональ двойки. Остальные все нули. Теперь добавим, усложним задачу, так сказать. Добавим еще одну степень. Как будто бы g в степени 2 добавили. Еще один аргумент в степени 2 добавили. Запускаем. 4 аргумента, 4 переменные. Точка 1, 1, 1, 1. Посчитал все так же. 2, 2, 2, 2. Остальные нули. В общем-то, вот и вся программа. На этом видео мое подходит к концу. Пишите в комментариях, помогло ли вам данное видео. Та ли информация здесь находилась, которую вы искали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.